Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить о гневе. Почему я могу, как мне кажется, об этом говорить? Потому что я очень хорошо знаю, что это такое. Можете мне поверить. Я был чемпионом по гневу. Просто лауреатом городских, областных и международных конкурсов. Но я думаю, что и вы все тоже прекрасно знакомы с этим чувством. Да, вы наверняка все испытывали гнев. Вот. Но я предлагаю сейчас посмотреть немножко подробнее, разобрать, что же это такое, да, как он, от чего он происходит, что это вообще такое. И вот гнев, сильный гнев, он часто воспринимается как такая очень мощная энергия. Да, и действительно, эта энергия невероятной силы. Например, какая-нибудь маленькая хрупкая женщина, находясь в гневе, в ярости, она может прям серьезно навалять здоровому мужчине даже. Да? И вот есть большой соблазн этой энергией воспользоваться. Да, нам кажется, что с помощью этой энергии мы можем разрешить все вопросы, все проблемы, которые перед нами встают. И если мы поддаемся этой энергии, то, как обычно, как правило, можем наломать очень много дров. Да, потому что потом, если мы внимательно рассмотрим, то увидим, что эта энергия, она не является созидательной. Это, безусловно, разрушительная энергия. Никому не становится хорошо от этого, ни окружающим, ни нам самим. И кажется, что вроде бы мы там как-то решили какой-то свой вопрос с помощью этого гнева, но когда смотрим потом, оказывается, что можно было решить этот вопрос совсем по-другому, гораздо лучше и без использования этих жестких всяких методов. Дело в том, что когда мы поддаемся гневу, этой энергии, у нас как бы наше вот это вот большое восприятие, оно суживается вот в такую трубу и нас несет по этой трубе. Нам кажется, что единственное решение, которое возможно в этой ситуации, это только вот то, которое предлагает нам этот гнев. И если мы поддаемся этому сильному чувству и несемся по этой трубе, то мы можем даже иногда не помнить, что мы натворили, что мы там, как это называется, состояние аффекта, да, когда человек просто даже не помнит, что он делал, настолько сильная и настолько мощная эта энергия. Да, но если мы потом разбираем и понимаем, что ничего хорошего никому она не приносит. Да, и страдают не только окружающие, а страдает также и сам человек, который находится в гневе. Да, потому что, посмотрите, какие чувства он испытывает. Он испытывает чувство такой неудовлетворенности, например, какое-нибудь чувство несправедливости, он хочет что-то кому-то там срочно доказать. Да, это отличается от чувства счастья, чувства такого гармонии. Вот, поэтому, наверное, многие, те, кто часто впадает в гнев, они все-таки потом понимают, что это не совсем хорошее состояние, и нужно с этим что-то делать. Да, и что же с этим можно сделать? Для того, чтобы что-то с этим делать, надо сначала понять причину, да, откуда возникает этот гнев, какова его причина. И если мы устраним причину, то, соответственно, устранится и само явление. Буддийская философия учит нас тому, что причиной гнева является наш собственный ум, является неведение, незнание природы, незнание реальности такой, как она и есть. Ну, давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Я предлагаю провести такой мысленный эксперимент.
Представьте такого человека, которого все раздражает. Вот который прям вот ему вот все не так, все прям, все ужасно, все ему пакостят, все вот такое. Да? Я думаю, что это несложно сделать, потому что мы все бывали в таком состоянии, мы все иногда вставали не с той ноги, и все шло не так, и все прям, все очень плохо. Да, и вот представим такого вот, ну, гневливый такой человек, да, его вот прям вот все раздражает. Вот представьте, что он, например, выходит на улицу с утра, такой вот уже взведенный, тут, значит, светит ему солнце, он думает, блин, проклятое солнце, задолбало уже эта жара, идет на завтрак в кафе, заказывает там, например, капучино без сахара, и ему приносят случайно там запаренные официанты или повар или еще что, ему приносят капучино с сахаром. Он пробует и начинает беситься, зовет официанта, начинает на него кричать: какого хрена, я же 2 раза русским языком сказал без сахара, какого хрена вы мне тут принесли этот сладкий, и так далее. А за соседним столиком, например, сидит какая-то компания, и они начинают дружно смеяться. И что этот человек думает? Он думает, что это смеются над ним, и от этого еще больше злится. Смотрит зло на этих людей, например, там плюет, выходит из этого кафе, садится в машину, едет и попадает, например, в какую-нибудь там полуаварийную ситуацию, кто-то там его подрезает, да, он выходит, начинает тоже орать, там, ты что, не видишь, куда ты прешь? Знак, видишь, уступи дорогу, а не езжай вперед на мне, дура, где права покупала, ну, и так далее. И вот такого человека, ну, можно понять, да, что он находится на самом деле в очень серьезном таком омрачении, ему действительно плохо, он действительно страдает, и он вот из-за своего гнева, из-за своего нетерпения ему становится все хуже и хуже. Но какова же причина этого гнева? Если мы его спросим, почему он гневается, да, как он сам определяет причину, он, скорее всего, если у него нет никакой осознанности, то он будет говорить, что в этом виноваты внешние обстоятельства. Да, это долбанная погода, жара задолбала, эти там идиоты всякие, долбоячеры вокруг, которые ни хрена ничего не понимают, делают все не так. Да, то есть он будет думать, что причина гнева — внешние обстоятельства, внешний мир. Но мы с вами понимаем, что это, скорее всего, не так. Почему? Потому что если бы это было так, то тогда эти обстоятельства действовали бы на всех точно так же. Да? Но давайте теперь представим в тех же самых обстоятельствах совсем другого человека. Представим, что это молодой человек, у которого случилась влюбленность. Да? То есть это вот прям, даже не влюбленность, это прям вот первая любовь. Первая любовь, и он просто счастлив, и мало того, эта любовь, она оказалась взаимной. Ему ответили взаимностью, и вечером у него свидание. И вот представьте состояние просто этого человека, когда он просто, он летает. У него все, он любит весь мир, у него вот все в ярком свете, все классно. И вот он выходит на улицу, и тут солнышко светит, лето, вообще как здорово. Приходит в кафе, заказывает там себе этот капучино без сахара, ему приносят сахаром. Ну, что он сделает? Да ничего страшного, сладкий выпьет, подумаешь, если ему там, если он не может пить сладкий, да, он вежливо, скорее всего, попросит: ребят, ошиблись, я же просил без сахара, принесите, пожалуйста, с сахаром. Если вдруг засмеются за соседним столом, он тоже улыбнется, он порадуется, потому что, ну, это же здорово, когда люди смеются, когда они веселятся, это же просто классно, он будет сорадоваться. Если он попадет в какую-то ситуацию там, на дороге, да, там какая-нибудь дамочка его подрежет, что он покачает головой, скажет: ну, аккуратней, чуть-чуть же аварии не было, ай-яй-яй. Да, то есть те же самые обстоятельства будут влиять на него по-разному. И поэтому мы можем заключить, что внешний мир, внешние обстоятельства не могут быть причиной гнева. Таким образом, мы приходим к тому, что причиной гнева является наш собственный ум. И как же вот в уме, давайте смотреть теперь дальше,
как появляется именно этот гнев? Ну, согласно буддийскому пониманию, гнев появляется, ну, есть, это один из ядов ума, да, который отравляет наш ум и все как бы выворачивает наизнанку, обманывает нас и так далее. Он появляется из неведения, из незнания природы такой, какая она есть. Да, каким образом это появляется? Вместо того, чтобы воспринимать мир таким, какой он есть, из-за этого неведения мы его окрашиваем. Мы его окрашиваем в то, как должно быть, как не должно быть, в хорошее, в плохое. И если происходит что-то, то, что не соответствует нашим ожиданиям, да, то, что мы считаем плохим, то и возникает вот этот вот гнев, да, он возникает вот из этого отвращения. Вот, то есть из неведения появляются два яда: привязанность и отвращение. И вот отвращение это и есть какая-то форма вот этого гнева. Да, ну что тут важно уяснить, это и запомнить очень хорошо, то, что причиной нашего гнева является наш собственный ум. Ну и по сути вообще все страдания возникают из-за того, что мы не воспринимаем реальность такой, какой она есть, мы фантазируем, какая она должна быть. Да, то есть мы считаем, что она должна быть вот так, что люди должны поступать вот так, и так, и так. У нас целое кино такое этих фантазий. А когда реальность с этими фантазиями не совпадает, то у нас начинаются страдания, у нас начинается обида, у нас начинается гнев, у нас начинается зависть, ревность и так далее. То есть это такой обман, это вот Мара наводит такой морок, да, на наш ум. Ну и так и говорится, что это яд ума, который отравляет наш ум, и в результате этого мы страдаем. Мало того, если под действием этих ядов мы начинаем действовать, например, вот действие в гневе, да, то мы порождаем еще и негативную карму, которая приводит к еще большим страданиям. Поэтому нужно стараться из этого порочного круга выходить. И прежде всего вот нужно разобраться и понять, что причиной нашего гнева не является внешний мир. Это не может быть причиной там, ни наш начальник, ни наша жена там, или муж, или какие-то друзья, или погода и так далее. Гнев — это наше собственное омрачение, которое возникает в нашем собственном уме. И если вот это мы для себя уясним, то в следующий раз, когда гнев возникает, мы сразу переключаем. Да, мы понимаем, что причиной гнева не является внешний раздражитель, это просто свойство нашего ума. Мы переключаем внимание внутрь и сразу такие: о, привет, привет, гнев. Вот. А когда мы его распознаем, то он уже как бы лапки поднимает и уже не действует на нас так сильно. При этом, кстати, вот эта вот энергия мощная гнева, она может оставаться. Она остается, но она уже трансформируется. Да? И вот говорится, что эта трансформация может произойти, гнев может трансформироваться в мудрость. Да? И мы ясно увидим, что это просто такое омрачение, да, что совершенно не нужно вестись. И, соответственно, решения, которые мы будем принимать, уже будут не из гнева, а из мудрости. И, возможно, если и также из сострадания. И поэтому от этого будет очень большая польза, если мы не будем вестись вот на этот обман Мары. Но, возможно, это будет очень сложно сразу вот распознавать, потому что действительно гнев иногда так сильно захватывает, что мы просто не понимаем и очухиваемся уже после того, как наломали дров. Поэтому я рекомендую вам начать с малой формы гнева. Малая форма гнева — это раздражение. Да, это просто когда нам что-то не нравится. Ну, вот такое. И вот эти моменты отлавливать. И понимаете, вот то, что нам не нравится, оно действительно такое само по себе и обладает такими качествами, что не нравится? Или это же опять просто внутреннее наше такое ощущение, что нам это не нравится? Вот. И когда мы сразу это понимаем, да, что это просто наше внутреннее омрачение, то и это чувство, которое является малой формой гнева, оно как бы растворяется, да, оно самоосвобождается. И
Ну вот я, например, когда мне что-то не нравится, я обычно сразу задаю себе вопрос, что опять не так, как ты хочешь? Опять не так, как ты нафантазировал? Да, я понимаю, что реальность, она происходит так, как происходит. Она не зависит от моих ожиданий, там, еще что-то. Это я уже накладываю на нее, раскрашиваю ее в черные, там, белые, серые цвета. Мне что-то нравится или не нравится. Вот. И когда я задаю себе такой вопрос, то сразу успокаиваюсь и сразу все становится на свои места. Вот. Поэтому я предлагаю вам тоже начать с такого вот несложного упражнения, замечать, когда вас что-то начинает раздражать, и тут же смотреть, откуда идет это раздражение, что является его причиной. Внешние обстоятельства или же наш собственный ум. Ну, на этом я хочу закончить сегодняшний такой небольшой разговор. Вот. Всем спасибо большое за внимание. Благодарю вас. И также, конечно же, я благодарю всех своих учителей, благодаря доброте и состраданию которых мне удалось вот хоть что-то чуть-чуть начать понимать. И прежде всего я выражаю благодарность моему коренному учителю Кемпо Навангу Намгьялу Ринпоче.